Друзья, всем привет! Как вы понимаете из интерьера, я уже нахожусь не на пароходе, но тем не менее я все еще нахожусь в Китае. Мы провели замену 2 дня назад. Компания решила меня сразу домой не отправлять, а дала мне 2 дня в отеле отдохнуть перед тем, как лететь домой. Я сейчас нахожусь в городе Шику, это огромный порт, куда мы часто заходим. Как вы поняли из таймлапса, мы именно сюда и пришвартовались на один из причалов. И жду свой самолет. Честно говоря, я уже был несколько раз в городе и был приятно удивлен. Сейчас я вам покажу, что в городе, как тут обстоят дела вообще в Китае. Ну, я поделюсь своим мнением, да. А также поделюсь кое-какими историями, которые со мной тут успели уже произойти. Мы, кстати, провели замену. У меня сменщик приехал на пароход неделю назад. У меня уже 2-й год подряд я, если мне позволите такое слово, обкатываю капитанов. В прошлом году я обкатывал капитана, неделю с ним был на пароходе, который работал 1-й раз в компании. И процедура хендовера, пересдачи дел заняла неделю по процедуре компанейской. В этот раз капитан вообще был 1-й раз в должности, он работал до этого только старпомом. Поэтому тоже у нас по процедуре нужно было посетить хотя бы один порт промежуточный. То есть он в одном приехал, мы пришли в Нинбо. И потом пришли вот сюда в Шику. Здесь у нас уже произошел весь хендовер сам по себе. Мы его завершили. Тут такая традиция у меня появляется раз в год нового капитана обкатывать. Вводить в курс дела, да. Еще покажу, как я буду добираться домой. Хотя я пока еще этого не знаю. У меня трансфер вот буквально сегодня через несколько часов. Поэтому усаживайтесь поудобнее. С вами капитан Максим. Вы на канале Максмастер. Это не совсем морской выпуск, но про город-порт, один из самых больших в этой вот в части Китая. Это тут совсем недалеко огромный город, который называется Шэньчжэнь. Да, Шику входит в его агломерацию. Приятного просмотра, мы начинаем, поехали. Смотрите, друзья, иду гуляю по Китаю. В туристическом каком-то я районе нахожусь. Я тут вчера ночью был, было очень красиво, ярко так, все в неоне, в огнях. Сейчас день. Людей меньше, кстати. Прикольно здесь. Красиво очень. Сейчас людей стало поменьше, уже 11 часов почти. Но я не ожидал, что будет настолько тут ярко, красиво. Все в огнях. Красота. Смотрите, дома в иллюминации. Такая проекция на них сделана. Сейчас музыку уже выключили, наверное, потому что позднее время. Тут еще музычка играла. Тоже какая-то площадь красивая. Ребенок сверху сидит, что-то из него течет. Наверное, задумка была, что какой-то водопад, а получается, что ребенок что-то производит. Такая прикольная архитектурка здесь. Тут и бетон, что-то смешанное все. Урбанизация, смешанная с какой-то классикой. Вон там какие-то колонны вообще возле Мака. Стою на светофоре, жду зеленый свет. А местным пофиг вообще. Еще реально жарко. Где-то градусов 20, наверное. Может больше. Потому что я иду в жилетке и, жарко. Можно было в костюме просто выходить. Честно говоря, Китай удивляет. Настолько все чисто, все убирают. За все смотрят. Но какой-то хаос с мопедами. Они тут ездят просто по тротуарам. Бокал пива, кстати, стоит 25 юаней в баре. Хорошем, нормальном. 25-30 юаней. Делите на 4, получите $1. Как бы цена более чем приемлема для туристической зоны. Смотрите, посреди города поставили судно. Старый какой-то пассажир. Тут видите, вот там фонтаны. Ночью тут они были. Я вам сейчас покажу вставочку. Ночью снимал. Такое, конечно, не дубайские фонтаны. На местном уровне вроде норм. И вот это вот все, это все туристический такой район. Очень много тут европейцев, внешность европейская, понятно, да? И я, и местных тоже много. Несколько
миллионов. Я даже не знаю, какое население этого Шику. Вот офигенно классная штука. Вот этот аппарат. Короче, это такая, ну, пивная местная. Подходишь, нажимаешь кнопочку, выбираешь сначала сорт пива. 15 сортов, по-моему, здесь по кругу. Подходишь, нажимаешь кнопочку, вылазит QR-код, сканируешь его, оплачиваешь, вываливается стаканчик, набираешь себе пиво, сидишь, кайфуешь. Местные кафешки, какой-то торговый центр. Ночью тоже тут был, было красиво, ярко. Но сейчас день и никого нет. Вообще, я вам заявляю вот со всей ответственностью. Вот мы сейчас были на этом контракте, Ванкувер были, да, Сиэтл были. Здесь сейчас в Шэньчжэне, ну точнее в Шику. Вот из всех мест, которые мы сейчас посетили за последнее время, это самое технологически прогрессивное, наверное, и самое чистое 100%. Потому что настолько тут все чисто, все убирают, моют. Тупо моют плитку, асфальт, щетки какие-то ездят, пылесосы. Я не ожидал, что настолько все будет прогрессивно, настолько все дисциплинированы. Ходят очень много, кстати, блогеров, снимают что-то. Много штативов стоит у людей. Вот здесь вот особенно вот эта туристическая зона. Дофига. Что-то кто-то комментирует, лайв стримит, стримы, лайфы и так далее. И очень много небоскребов классных, высоких, красивых. Сталь, бетон, и оно переливается с такой архитектурой классической больше под кирпич. Вот местная пожарная команда здесь тоже базируется. И вот мопеды, видите, мопеды, они ездят, как люди ходят, они ездят просто по городу. Вот вам пароход, вообще просто стоит в бассейне в каком-то. Тут я тоже ночью был, тут даже пиво по 18 юаней, вообще $2,5. Ну совсем недорого. Ночью тут очень много людей. И совсем по-другому все это выглядит. Вот район называется SeaWorld. Здесь вечерняя иллюминация красивая. Вчера еще воскресенье было, людей было много. Просто рандомная стоянка, смотрите. Tesla. Не знаю, что это. Ford, Honda. Опять китайская. Еще что-то китайское. Audi. Porsche. Бэха. Volkswagen. Бэха. Toyota. Mazda. Volvo. Toyota. Бэха. Еще BMW. Nissan. BMW. 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 То есть вы понимаете, друзья, да, что на самом деле в Китае даже китайцы не особо на своем транспорте ездят. И я вчера, когда ездил с агентом, он меня вез на этом, на Зикере, по-моему, ну, на чем-то таком, я особо не разбираюсь в китайском автопроме. Я у него спрашиваю, а почему ты выбрал вот именно китайскую машину? Он сказал, что у него просто нету денег на европейскую, там, на японскую, поэтому ездит на китайской. А вообще народ, сами китайцы предпочитают не свой автопром. Опять же, смотрите, я просто иду по улице, как тут, ну, красиво здесь, блин, что сказать. Я не думал, честно, что так будет в Китае. Может, я там в каком-то районе особом живу, не знаю. Ну, просто красиво. Посмотрите, местное решение классное в плане паркинга. Машина заезжает, вот туда в гараж, например. Ее приподнимают наверх. И вот таким образом карусель вот эта вот устроена. Машины меняются, ну, то есть машины не меняются. Вызываешь свою машину, ее эта карусель спускает вниз и садишься, уезжаешь. Паркинг занимает мало места и очень эффективный. Ну, не знаю, как обслуживать эту систему, насколько эффективно. Ну, прикольное решение. Вот я сейчас просто в парке нахожусь, видите? Это блогеры тут тоже собрались. Сидят, что-то записывают. Просто рандомный парк. Шел мимо, гуляю по городу, углубляюсь в город. Пытаюсь уйти от туристических мест, посмотреть ситуацию, как там она обстоит. Ну, вот так вот, такой парк ухоженный, подстриженный. Плиточка чистая, мусора пока не наблюдаю. Буду углубляться еще. Но больше всего бесят, друзья, это, конечно, мопедисты.
на тротуарах. Это просто капец. Их тут огромное количество. И они ездят, просто очень много на электричках же ездят. В основном на электричках. Может, у них только электричкам, кстати, можно по тротуарам ездить. Но просто ты идешь, а его же не слышно. И в какой-то момент просто мимо тебя такой, идешь, и мимо тебя такой, мяу, блин, пролетел мимо. Да, неожиданно. Как бы я человек, который живет в Варшаве, в Румынии, и там вообще у нас запретили вот эти прокатные, знаете, Uber и болты, вот эти электросамокаты. Только личный транспорт остался. И запрещено ездить по тротуарам. А здесь наоборот. Такое впечатление, что им только тут можно и можно ездить. Хотя по дорогам тоже катаются. Смотрите, набережная. Стоят катерки, рыболовецкие суда. Те самые рыбаки китайские. И набережная вся накрыта настилом. Вот таким дерево, скрытое лаком. Причем скрытое так, что ни пузырей, ничего нет. Все погодный лак. И это я иду уже довольно долго. И все вот это вот скрыто деревом и покрыто сверху лаком. Там какой-то жил массив очередной с населением 1 миллион человек, наверное. И тут стоят рыбачки. Ну, рыбачки большие. Наверное, рыбзаводы, скорее всего, сразу. Там и консервы, наверное, делают, потому что они маленькие такие. Я особо в рыбаках не разбираюсь. Те, кто на рыбаках работал, напишите в комментах, что это за рыбаки такие. Маленькие джоночки есть. И есть вон такой рыбак, который нам мешает постоянно работать. Это 68-68. И, кстати, по его мнению, скорее всего, мы мешаем ему ловить рыбу. Друзья, не знаю, я чем дальше иду, тем сильнее у меня меняется мнение о Китае. Причем меняется оно в положительную сторону. Буквально вот 10 минут назад стою, просто смотрю в Google Maps, куда идти дальше. Подходит девушка с парнем, местные. Говорят, вам нужна помощь? На английском говорят опять. И я такой, да нет, просто смотрю, куда дальше идти. Они такие, ну окей, пожелали хорошего дня и пошли себя дальше по своим делам. Вчера не мог 7-Eleven расплатиться, потому что Alipay не настроил. Сначала решил расплатиться, а потом настроить. Эта девушка, которая кассирша, начала куда-то там звонить, узнавать, как быстро настроить, что-то помогать. Там мне говорит, перешли мне вот с карты на карту вот сюда деньги. Ну, у меня все равно не получилось, потому что Alipay опять же не настроен. Но она там что-то суетилась, бегала, позвала какую-то помощницу, тоже, чтобы она вот это вот помогла. Я не знаю, может быть, я в каком-то другом Китае, но такого раньше не было. Я был в Винтиане, в Циндао. Там по-другому как-то люди к тебе относятся. Там даже я жил в Винтиане в огромной гостинице, в огромнейшей гостинице, и там никто по-английски даже не разговаривал. В Нанше тоже жил, тоже по-английски никто в гостинице не разговаривал. Здесь же тебе пытаются, вот второй день подряд мне пытаются помочь там, причем я даже не прошу об этом, они сами проявляют инициативу, какие-то все дружелюбные. Я-то привык, что нас встречают вот эти китайские власти, и у меня из-за них сложилось мнение в целом о стране не очень хорошее. То, что тут все какие-то злые, все тут сильно, там, не знаю, строгие. Знаете, все этот китайский порт-стейт-контроль, который все не любят, потому что они намеренно ищут замечания. Здесь же люди совсем другие. У меня мнение о стране, в принципе, меняется в положительную сторону, но я этому только рад. Оказывается, есть другая сторона, да, другая изнанка, так скажем, Китая. Знаете, друзья, да, что смертная казнь за коррупцию в Китае. Останавливает их это или нет? Я вчера у агента спрашивал, мы за это заговорили. Он сказал, что нифига не останавливает. Просто одного казнили, другого на его место посадили. Скульптура правительницы Нюйвы. Это в древнекитайской мифологии была такая женщина-змея. Видите, у нее хвост такой. Сначала подумал, честно говоря, что это русалка, когда сзади подошел. Это такая женщина-змея, которая по легенде воссоздала мир после того, как он нарушился из-за того, что боги начали ссориться. Короче, поссорились боги, и вот эта правительница Нюйва его, наоборот, возобновила. Ну, в китайской мифологии довольно значимый такой персонаж. Видите, моют плиточку каждое утро. Все влажное. Предупреждение там стоит, что можно подскользнуться. Вечером сюда придем. Посмотрим, как народ отдыхает. Посмотрите на цены на Новый год. 88 юаней билет.
Включаю бокал просека. Глинтвейн 55 юаней. Теперь вспомните, какие цены у нас на Новый год были. 88 юаней, это $12, плюс-минус. Но, честно, я не ожидал. Это тот случай, когда ожидание одно было маленьким, да, думал, нечего тут смотреть, нечего тут делать, а реальность оказалась совершенно другой. Реальность оказалась такой, что я понимаю, насколько большая пропасть между странами в плане вообще развития, диджитализации, цифровизации, просто инфраструктуры и так далее. В плане дорог, да всего. Всего. Здесь просто, пропасть в развитии. Не знаю, это коммунизм, социализм или какой-то другой низм, но факт остается фактом, факты налицо. Набережная с местными рыбаками. Пошли рыбачки. Здесь дома. Пальмы, дома. Да, повезло с климатом Шику. Шэньчжэню в целом. Очень тут тепло. Зима плюс 20. Я это снимаю 12 января. Какой-то маячок здесь у нас на набережной. Ничего не написано, как называется. Просто лайтхаус. Залез на большую обзорную площадку. Как залез? Тут высота 3 метра, 5 может. Вот тут набережная видна, куда-то она туда уходит, там где стройка. Не хочу я туда идти, не люблю стройки. Вот. А с этой стороны мы пришли вот оттуда, где вдалеке стоят Гентри, там наш терминал. Площадочка пустая, никого нет. Очень много велосипедов у них вот так по улицам стоят. Дофигища. Популярный вид транспорта. На прокат можно взять и ехать. По всему городу можно встретить вот такие стойки, где есть щит, какие-то дубинка полицейская, там каска полицейская и какие-то палки, какие-то штоки. Везде, по всему городу стоят, никто их не трогает. Фонтанчиков питьевых тоже очень много. Вот такого плана. По паркам везде стоят. Тынц, работает. Не все так просто. Просто так не попасть в аэропорт. Надо ехать на пароме. Вот и наш паромчик. Сейчас мы помчимся в аэропорт. Никогда на этом пароме не ездил. И вот опять. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Красивейший зимний сад посреди аэропорта. Чувствуется запах свежести даже от этой зелени. Такой, знаете, как после дождя такой запах. Все вы его знаете прекрасно. Вот люди спят в лесу. Народ с ума сходит, фоткается с этими зверями.
Этот бедный медведь уже тут так давно стоит, что он уже состарился. Уже рассыпается весь. Я тут лет 5 назад был, и он тут уже тогда был не молодой.